Приветствую вас на канале Pit Stop Авторемонт. Выпала возможность поработать с довольно-таки интересным автомобилем американского рынка. Это Lincoln Town Car 99 года выпуска в довольно-таки интересном исполнении. Это лимузин 9,5 метров с проблемой по селектору переключения передач. Жалобы на то, что при заведенном двигателе никак не получается снять с паркинга и переключиться на какую-либо передачу. Для того, чтобы привести автомобиль в движение, приходится перед запуском включить нейтраль, на ней завести двигатель, и тогда мы сможем переключиться на драйв, либо же на заднюю передачу. Таким способом, в принципе, автомобиль и ездил последних полгода. Но если мы переключимся в паркинг на заведенном двигателе, то обратно мы уже вернуться не сможем. Если у тебя автомобиль с автоматической коробкой передач, ты просто обязан владеть этой информацией, ты обязан досмотреть это видео до конца, потому что так или иначе это произойдет и с твоим автомобилем. Зачастую это происходит далеко от дома, ближайшего населенного пункта и СТО, после чего ваш автомобиль станет просто недвижим. Селектор коробки передач останется только в режиме паркинга, вы никак не сможете его переключить, и это не аварийный режим, это реально поломка селектора. И если ты досмотришь это видео до конца, ты реально будешь знать, как устранить эту проблему в течение нескольких минут и продолжить движение дальше. По этому автомобилю, по Линкольну, я нашел схему, по которой, собственно, и осуществляется блокировка селектора. Данную схему вытянул с программы Mitchell On Demand. Это база данных американского рынка, в которой есть вся необходимая информация по ремонту, эксплуатации, схемы по любому автомобилю, который выпускался на американском рынке. Поэтому подписываемся, и я всегда вам помогу. Зачастую такую информацию бесплатно никто не предоставляет, но на этом канале вы сможете ее получить. Как вы видите, у нас довольно-таки необычный автомобиль, но с обычной проблемой, которая очень часто встречается на автомобилях с автоматической коробкой передач. Собственно, проблема данного автомобиля — это неисправность селектора переключения передач. Он как бы исправный, но он работает только на заглушенном двигателе и при выключенном зажигании. Если мы включим зажигание, селектор у нас не работает. Вот, допустим, сейчас у нас абсолютно снята клемма аккумулятора. Мы как бы включаем зажигание, нажимаем на тормоз, селектор у нас работает. Сейчас я заведу автомобиль, и мы посмотрим, как у нас работает селектор. Завели мы наш автомобиль. Как мы видим, что я нажимаю на педаль тормоза, но селектор у нас как бы заблокирован, он ни в какую не хочет переключаться. Еще раз нажимаю на тормоз, еще раз пытаюсь, ничего у нас не происходит. Здесь уже до меня разобрали верхнюю часть панели, но я думаю, что копать нужно было не отсюда. Сейчас я начну разборку внизу рулевой рейки, доберусь до педали тормоза, а именно проверю лягушку, поскольку мы знаем, что на автоматических коробках передач селектор блокируется именно этой лягушкой. Сейчас мы разберем, проверим, я вам все покажу. Разобрал я подрулевой пластик, после чего у нас появился доступ к педали тормоза и к так называемой лягушке. На этом автомобиле она выполнена под видом микровыключателя. Еще до разбора я нажимал на педаль тормоза и отчетливо слышал щелчки этого микровыключателя, поэтому, скорее всего, проблема не в нем. Давайте для начала снимем разъем и посмотрим на его состояние. Как мы видим, действительно я был прав, на разъеме есть обрыв.
Поэтому сейчас мы его устраним и будем смотреть дальше. Единственное ли это была проблема того, что у нас не работал селектор. Смотрите, я восстановил обрыв провода, запустил двигатель и, честно говоря, еще не проверял, работает ли наш селектор. Давайте сейчас вместе проверим. Как слышно, двигатель работает. Нажимаю на педаль тормоза и пытаюсь переключить. И чудо, селектор работает. Переключается четко. Как вы видите, в принципе, не нужно было разбирать верхнюю часть панели. Ну, такой человек 2 дня искал проблему, но, в принципе, пока не получилось у него. Собираем все на место. Ребят, несколько слов о моем канале. Диагностика автомобилей и ремонт электрооборудования – это не основная моя работа и не основной доход. Это мое хобби. Я это занимаюсь в свободное время. Мне действительно это нравится. Мне приносит удовольствие этим заниматься. И мне приносит удовольствие делиться информацией с другими. Почему я это вставил именно в этот ролик? Потому что по данному автомобилю за работу я с человека не взял ни копейки, поскольку он прождал меня 2 дня, и этих 2 дня он пытался починить его самостоятельно. К сожалению, ничего не получилось. Он с утра до вечера пытался отремонтировать свой автомобиль, поэтому денег я с него не взял. На других каналах я встречал людей, да, у них там большие каналы по несколько сотен тысяч подписчиков, и они говорят, что как бы я готов делиться с вами информацией, у меня есть доступ к базам, я готов вам дать информацию по той или иной проблеме, но за бесплатно они это делать не будут. Я же скажу вам по-другому. Этот канал создавался с целью помочь другим ремонтировать свои автомобили своими силами. Бывает такое, что у людей и руки растут с правильного места, и они как бы понимают, в чем может быть проблема, но решить все-таки ее не могут из-за нехватки информации. И, собственно, поэтому я действительно посоветую вам подписаться на канал. Я никого не агитирую. Если вам это нужно, вы подпишитесь. Если не нужно, не подпишитесь. По поводу лайков, хочу сказать, что монтировать видео — это огромный труд и большая трата времени. Я, бывает, прихожу с работы в 8-9 часов вечера, сажусь монтировать ролик, пускай даже он занимает там 10 минут, 7 минут, и я заканчиваю его монтировать где-то в 2-3 часа ночи. То есть изначально это нужно корректировать звук, потом картинку, все это сложить в одну кучу, выставить. Ну, короче, это очень большой труд, реально. И действительно хочется как-то получать какой-то от него позитив, что ли, я не знаю. Или понимать, что ты это делаешь не напрасно. Поэтому, если ты смотришь ролик и он тебе понравился, давай договоримся так. Ты ставишь лайк. Если он тебе не понравился, либо ты получил с него неполную информацию, либо ты ничего не понял из того, что я говорил, ставишь дизлайк и пишешь в комментариях почему, чтобы я в следующий раз знал, на чем больше акцентировать внимание и так далее. Я не так давно записываю ролики, поэтому мне важна любая информация о том, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. Ну, а вам спасибо и смотрим дальше. Я все собрал на свои места, все подключил. Давайте попробуем сейчас завести автомобиль и проверим работоспособность селектора. Включаем зажигание. Задняя, нейтраль, драйв. Как видим, все у нас работает.